с чего начать писать инструкции и регламенты? Ну, первое, с чего надо начать, из того, чтобы осознать, почему это важно. Потому что мы довольно часто не считаем возвратной инвестицию нашего времени. То есть мы, как руководители, бегаем, крутимся, суетимся, стараемся всем помочь, за всеми, так сказать, подмести, проконсультировать, лапки переставить. И мы все время в суете, все время какие-то новые вызовы. И мы понимаем прекрасно, что нужно делегировать. Для этого нужно сесть, написать какую-то инструкцию, составить регламент, описать. И на это все время нет времени. На это все время нет времени. Тем более, что там писать? Я сейчас потрачу 2 часа, напишу, все равно никто читать не будет. Только время зря потрачу. Или я вот напишу, и да лучше я просто пойду и сделаю сам. Понимаете? Вот первое, что нужно сделать, нужно просто изменить свою точку зрения. Точка зрения здесь должна быть такая. Пока то, что ты умеешь делать и знаешь, как делать, ты не написал на бумаге, то ты раб лампы. Вот просто осознайте эту вещь. То есть пока ты это не написал в таком виде, в котором это могут понять другие люди и делать другие люди, ты раб лампы. Ты можешь быть очень могущественным, ты можешь быть очень богатым, тебя люди будут почитать, они тебя будут носить на руках, но ты будешь рабом, потому что у тебя не будет свободы, у тебя не будет возможностей. Поэтому все начинается с того, чтобы написать и инструкцию, и регламенты. Сегодня, кстати, интересные времена, потому что это стало делать намного легче. Вот как я сегодня бы писал инструкцию, если бы я ее писал? Я их не пишу, у меня есть хорошие сотрудники, офицеры, которые пишут эти инструкции. Офицеры компании, я имею в виду, менеджеры компании, как мы по-русски их называем. Да, идея здесь в следующем. То есть я, если бы захотел написать инструкцию, я бы взял ее, надиктовал голосом, кинул бы куда-нибудь в speech-to-text гугловский, чтобы он превратил это в текст. Потом бы закинул в чат GPT 4, это важно, 4, и попросил, чтобы он написал инструкцию для такой-то должности, которая там в такого-то рода компании и так далее. И получил бы, скорее всего, весьма годный шаблон. Но некоторые пытаются из чат GPT вытрясти должностную инструкцию, просто задав ему промпт, типа, давай, дружище, дай мне должностную инструкцию для, не знаю, бухгалтера логистической компании с таким-то количеством сотрудников, с таким-то способом учета и так далее. С моей точки зрения, и вы, конечно же, в результате получите такую очень средненькую, очень тупенькую, очень плоскенькую инструкцию. Она будет выглядеть очень прилично. Там не будет грамматических ошибок, но она будет тупая, как угол дома, потому что чату GPT надо давать смыслы. Поэтому, вот если вы скажете все то же самое и при этом приложите собственный текст и скажете чату GPT, что, дружище, возьми и сделай инструкцию на основе именно того, о чем я говорил. Вот это является первоочередным. Да, добавь туда структуру, правильно это все оформи, но на основе именно того, что я говорил, ничего не придумывая. А если ты хочешь что-то добавить, то предложи какие-то добавки. И чат GPT это великолепно сделает. Таким образом, скорость написания инструкции увеличивается во много раз, а время, которое на это тратится, оно очень сильно сокращается. А потом вы можете всякие еще фокусы делать, вы можете давать ему должностную инструкцию и говорить, а добавь туда еще вот это, а добавь туда еще вот то. И это то, что прямо сегодня работает. То есть я бы наверное, с этого начал. Но есть еще один фундаментальный такой момент, который удерживает людей от того, чтобы написать должностные инструкции, регламенты. Это отсутствие базы, отсутствие фундамента в компании в виде организационной структуры. Почему? Потому что, понимаете, когда мы хотим взять, у нас есть парень, и мы хотим описать его должностную инструкцию, нам нужно очень-очень-очень ясно понимать, где начинается его область ответственности, где заканчивается, какой у него конечный результат, кому он будет подчиняться. А для этого нужна структура компании. И довольно часто эта попытка создать должностные инструкции, она является неудачной, только по той простой причине, что у нас нет структуры. И мы пытаемся описать, такого сферического коня в вакууме, то есть мы пытаемся описать работу человека, не понимая, где она вообще в общей системе, как она соотносится со всеми остальными функциями компании и работами. Что ты делаешь?
Что ты делаешь? Нет, что ты делаешь? Что ты делаешь? Нет, что ты делаешь? Что ты делаешь? Поэтому вот если структуры компании нет, с должностными инструкциями и регламентами будут тоже проблемы. С инструкциями, общими инструкциями техническими проблем не будет, потому что если вам надо написать инструкцию, как там использовать, не знаю, принтер, сканер, склад, открывать, закрывать, вы это легко сделаете, вам при этом не надо привязываться. Но как только вы начнете писать должностные инструкции и регламенты, а регламент — это документ, который описывает взаимодействие, там продавец оформил это, потом он передал туда, а там должны проверить, а здесь у нас какой-нибудь предпечатная подготовка что-то сделала, а там у нас склад, ну, понимаете, да? Когда описывается взаимодействие, это регламент. Так вот, для того, чтобы регламент написать, нужна тоже организационная структура, хорошая, понятная, потому что иначе это тоже будет все висеть в воздухе.